маленькие козлики, самые маленькие в мире. Недаром ведь Энгеди – это источник козленка. Вот они. Добрый день, дорогие друзья! И снова с вами Павел и Лариса Платоновы. И опять мы в заповеднике Энгеди. Но надо же закончить то, что не завершили в прошлый раз. Тем более сегодня хорошая погода и никакое наводнение нам не грозит. Проверено. Сегодня никаких наводнений. Температура воздуха здесь плюс 24 градуса по Цельсию. Самое благоприятное время для путешествий. Поехали. Поехали! В этих благословенных местах, где хочется все время смотреть, смотреть и еще раз смотреть, произошла интересная ветхозаветная история, которую я сейчас вам и расскажу. Первому библейскому царю Саулу казалось, что израильский народ его не любит, а отдает предпочтение молодому воину Давиду. И он возревновал и не взлюбил Давида. И даже бросил в него копьем, и чуть было его не убил. И вот будущий царь Давид с небольшим отрядом прячется здесь, вот в этих заповедных местах, в этом оазисе Энгеди. И может быть этот грот, который находится за мной, это та самая пещера, в которой он скрывался со своим отрядом от Саула. Саул зашел таки в эту пещеру, и воины Давида говорили: давай, ты можешь убить его. Но Давид ни в коем случае не стал претендовать на жизнь помазанника Божия. Он тихонечко подкрался и срезал кусочек плаща Саула. И когда Саул отошел на серьезное расстояние, Давид вышел и с другой скалы воззвал к нему. Давид обвинил Саула в беспричинной ненависти и показал ему край плаща. И Саул разрыдался. Вот такие вот события ветхозаветные происходили здесь. Назревает вопрос, а почему, собственно говоря, Саул зашел сам в пещеру и не послал вперед своих воинов проверить, не безопасно ли там? В Агаде, собрании древнейших еврейских рассказов и историй, есть такой рассказ. Однажды, сидя в саду, Давид увидел, как шершень поедает паука. «Ну что за прок в этих тварях, Господи?» – спросил он. «Шершень портит соты, а сам ничего не производит. А паук целый день ткет, а одеться-то не во что. Давид, ты сомневаешься в моих творениях? Придет время, и ты будешь нуждаться в них». И вот здесь, спасаясь от преследования царя Саула, Давид скрылся на ночь, как я уже рассказала, в одной из пещер. Почему Саул зашел сам? Да потому что вход в пещеру был заткан паутиной. И он просто-напросто подумал, что пещера необитаема, нет там никого. Когда Давид понял это, он готов был расцеловать паука. «Благословен создавший тебя!» — воскликнул он. «Благословен и ты!» Пришло время, он также убедился и в полезности шершня. Вот такие интересные агадические истории.
Это летали вороны. Именно такие птицы приносили пищу пророку Илии в Иудейской пустыне напротив потока Харав. На территории Эн-Геди находилось 6 поселений, которые входили в колено Иуды. Здесь занимались выращиванием лекарственных трав, афорсемона и фиников. В этом регионе произрастало диковинное растение, продукция из которого стоила в 2 раза дороже, чем золото. И знаешь, как оно называлось? Конечно, нет. Афорсемон. Вы знаете, афорсемон славился своим запахом, сильным и чудесным. И рассказывали, что те террасы, на которых выращивали это растение, просто благоухали этим запахом. Вот бы сейчас хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть. Ой, я уже чувствую это благоухание. Ты знаешь, вот мне кажется, здесь пахнет афорсемоном. Ты придумала. Дело в том, что это растение давно утеряно. Ведь производство этого редчайшего бальзама было делом, конечно же, очень доходным. Древние историки, в частности, писали: особенно густо, как нигде в другом месте на земле, афорсемон рос в одной ложбине. Как вы думаете, недалеко от какого моря? Средиземного? Мертвого моря. Эн-Геди, скорее всего, и есть то самое место. А где мы сейчас с тобой находимся? Я заблудился. В Эн-Геди, конечно же. Ребята, дорогие друзья, это просто какое-то потрясающее место. Самый настоящий оазис пустыни, какие-то дикие, диковинные райские заросли и потрясающая атмосфера. И я действительно чувствую запах афорсемона. Где-то он здесь растет. Обитает, да? Вообще какой-то симбиоз красок, звуков, запахов. Потрясающее место. Невероятное место. А этот папоротник называется волосы Венеры. Но здесь, в Израиле, оно называется волосы Суламифи. Суламиф – это возлюбленная царя Соломона, которая посвящена песнь песней. Вот это растение очень комфортно себя чувствует там, где ручьи, водопады, в общем, где много воды. Также в обилии произрастает и здесь. Посмотрите, какое оно. Я очень люблю это растение. Вот, какие кружевные листики, оно очень-очень нежное. Волосы Суламифи. Воротись, воротись, Суламиф, воротись, и мы налюбуемся на тебя. В этих скалах в обилии обитают
скалистые зайчики, даманы, которые к зайцам, кстати, не имеют никакого отношения. Никогда бы не подумала, если бы не знала, что слоны – их самые ближайшие родственники. Самое большое животное в мире – слон – ближайший родственник дамана. Как и слоны, даманы относятся к примитивным копытным. Со временем их когти расплющились и превратились вот в такие ногти. Посмотрите, на передних лапках мы видим именно такие ногти копытца. У них по 4 пальца на передних лапках и по 3 на задних. А еще у них есть оригинальной формы бивни. Они, как и у слонов, растут всю жизнь. А знаете, почему они так быстро и ловко движутся посреди скал и лазают по деревьям, спускаясь даже вниз головой? Это очень интересно. Каждая их стопа при помощи специальных мышц может создавать присоску. И также у них есть железы, которые вырабатывают влагу. Таким образом, получается естественная присоска вот для таких сложных условий жизни. Эти кадры мы сняли еще утром, перед входом в заповедник. Посмотрите, какие прекрасные нубийские козлы за мной прямо в заповеднике Энгеди. И да, они настолько никого не боятся, что вот посмотрите, я стою от них буквально в 10 метрах, и забрались некоторые усердно на ветки акации. А это очаровательное стадо разгуливало в конце дня прямо внутри заповедника за час до его закрытия, к особой радости посетителей и восторгу детей. Нет, наверное, ни одного человека, которому не знаком фразеологизм «козел отпущения». Это выражение пришло к нам с древнейших библейских времен. В День Всепрощения или Йом-Кипур выбирались 2 козла. Один по жребию приносился в жертву в Иерусалимском храме, а другого со всеми возложенными на беднягу грехами еврейского народа отводили в иудейскую пустыню и сбрасывали со скалы. Этот обряд точно описан в 16 главе книги Библии Левит. Уже более 2000 лет после разрушения Иерусалимского храма козлов в жертву не приносят, и этим козликам, так свободно чувствующим себя в заповеднике, ничего не грозит. А это уже знакомые вам скворцы Тристрама. Они совсем не боятся людей. В некоторых местах их можно покормить даже с руки. Из воспоминаний паломников и путешественников XIX века мы знаем, что эти птицы в определенное время слетались в монастырь Савва Священного в иудейской пустыне, чтобы полакомиться изюмом из рук монахов монастыря. Мне тоже посчастливилось покормить этих птиц кукурузными хлопьями в крепости Масада. Существует легенда, что когда-то этот скворец имел ярко-оранжевый окрас. Его очень любил царь Соломон. Скворец прилетал к нему на окно, и царь кормил его из своих рук. А скворец слышал все, о чем говорится во дворце. И вот однажды скворец разболтал сокровенную тайну царя. И царь очень разгневался на скворца и бросил в него сосудом с черной краской. Скворец прижал крылья, но все же был окрашен в черный цвет, и лишь нижняя часть крыльев оранжевого цвета.
Наш рассказ не будет полным, если не покажем вам Калатропис высокий, а попросту содомское яблоко. Веками бытовало мнение, что именно это растение – живой свидетель катастрофы городов Содома и Гоморры. И Бог специально их создал, чтобы напоминать людям о печальной судьбе этих городов. В районе, где находилось древнее поселение Эн-Геди, мы все-таки встретили это легендарное растение. Оно из семейства куртовых, а куртовые – это ядовитые растения. Но хотелось показать не только само дерево, но и его плоды. Нашлось таки дерево с сухими плодами. Вот они. Но как бы отыскать тот самый плод, символ фальши и пустых надежд? И я все кружилась и кружилась по финиковой плантации в надежде. И она не оказалась пустой. Вот они! Ура! Понесу показать Паше. На, Паша, отведай молодильного яблочка содомского. Ты что? Сама такое ешь. Смотрите, какое красивое. Оно красивое, но чрезвычайно ядовитое. И Покажи, что там внутри. А внутри вот эта часть его используется как фитиль. Можно поджечь вот эту часть, она будет очень хорошо гореть. Да, это когда они полностью высохнут. Да, все остальное ни в коем случае нельзя не трогать, потому что ядовитое, лучше руки помыть потом. То есть это просто красивый плод, но не съедобный. Да, он абсолютно полый внутри, Да. как такой надувной резиновый структура. мячик. Раскрой. Вот такая Видите, вот внутри. структура. Да, видите? Да, зернышки. Интересно, как пластик какой-то, какую-то палатку берешь какой-то или там мешок. Оторви еще пару зернышек. Вот, пожалуйста, такие вот зернышки Да, и интересные. И вот эти зернышки Ой, полетели перышки. Да, вот из Хорошо этого делали горят, фитили. Фитили Для... в древнем мире, да? Мгм, да. И что интересно, евреям запрещалось использовать вот фитили из содомского яблока в шаббат. Знал Ничего такое? себе. Нет, Ну, конечно. вот теперь знаешь. Вау. Так Видите, это вот- кошерное или не кошерное яблоко? Его не едят. А, Но я видите, в шаббат понял. нельзя. Не кошерное. Не кошерное. Понятно. Вот такой вот удивительный, интересный плод. Вот он какой. Вот сейчас мы его раздербаним. Вот внутри это вообще какой-то Да. пластик такой. Посмотрите. Все, разорвал содомское яблоко на вашем глазах. Совсем рядом с заповедником, в кибуце Эн-Геди, была открыта мозаика древней синагоги со знаменитой надписью на мозаичном полу, где проклинается тот, кто выдаст некий секрет чужакам. И многие считают, что говорится здесь именно о выработке бальзама из растения фарсемон. Не забыли еще о нем? Мы идем туда, где под шатром находятся руины этой древней синагоги VI века нашей эры с уцелевшими мозаичными полами. Там и продолжим рассказ. В мозаичном полу этой синагоги находится проклятие. Проклятие тому, кто выдаст секрет. А фарсемон был неотъемлемой частью древней косметики. Египетская царица Клеопатра, владевшая искусством применения ароматических масел и косметики в целом, мечтала об этих плантациях. А они принадлежали не кому-нибудь, а еврейскому царю Ироду.
Со слов Иосифа Флавия, Марк Антоний отнял эту ложбину с деревьями и подарил ее Клеопатре. Но хитрый Ирод все же нашел способ вернуть их обратно. Римляне использовали это благовоние для личной гигиены и для воскурения в своих храмах. Растение считалось целебным и использовалось в медицине. Лечебный бальзам получали так из коры. Секрет выработки бальзама из афорсемона хранился в строжайшей тайне и передавался из поколения в поколение. Само выращивание и изготовление требовало серьезных навыков. Римские власти хотели узнать секрет благовония и засылали в Энгеди своих шпионов. Но жители секрет не выдавали. Римские воины стали охранять каждое растение от восставших иудеев, которые пытались их уничтожить, чтобы ничего не досталось врагу. Плиний-старший писал, что римляне сражались за каждый росток. И во время триумфального шествия легионеры принесли перед жителями Рима трофеи, среди которых, как вы думаете, были ветви афорсемона. Во время восстания Бар-Кохбы в 131-135 годах нашей эры жители деревни выкорчевали растения, чтобы они не достались римлянам. Но раскопки показали, что бальзам еще производили вплоть до VI века нашей эры. А потом после пожара поселок, к сожалению, исчез совсем. Дорогие друзья, с вами были Павел и Лариса Платоновы. Большой всем привет из природного парка Энгеди, который так гостеприимно нас принял. Это место – очередная жемчужина, которую мы открыли перед вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписываясь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Становитесь спонсорами нашего канала и благодарим тех, кто уже это сделал. Будьте здоровы! Всего доброго и до новых встреч!